Британские активисты из Королевского общества защиты животных были шокированы недавним случаем. Им еще не приходилось сталкиваться с подобным примером жестокости. Неравнодушный прохожий обнаружил маленького пса в ужасном состоянии. Сперва ему показалось, что животное умерло. К счастью, это было не так. Собачку доставили в клинику, где диагностировали у нее переломы лапы и шеи, ожоги мордочки, а также отравление наркотиками. Как оказалось, так над собакой поиздевались 4 подростков в возрасте 15 лет, которые находились под воздействием наркотических веществ. Они украли маленького пса у хозяина, а затем измывались над животным в течение 2 часов. Сначала несчастную собаку просто пинали ногами. Затем жгли ее мордочку огнем, направляя струю дезодоранта из баллончика на горящую зажигалку. А перед этим пса еще и накормили наркотиками. Наигравшись с собакой, подростки просто бросили ее умирать возле мусорных баков. К счастью, пса удалось спасти, хотя ветеринары поначалу воздерживались от оптимистических прогнозов. Лишь на то, чтобы вывести наркотики из организма животного, понадобилась почти неделя. Владелец пса был шокирован, узнав о произошедшем. «Я просто не могу поверить, что кто-либо способен на такую жестокость по отношению к моему Чанке. Ему довелось пережить адские муки. В первые дни лечения не помогали даже самые сильные обезболивающие. Бедный песик не мог уснуть, и ветеринары всерьез опасались, что он умрет от истощения организма», делится своими переживаниями хозяин животного. Тем временем суд вынес подросткам приговор. Малолетним извергам запретили содержать домашних животных в течение 5 лет и обязали покрыть расходы на лечение собачки. Кроме того, 3 подросткам присудили штрафы в размере от 500 до 1,000 фунтов стерлингов, а инициатор издевательств оштрафован на 5,000. Защитники животных считают такое наказание чересчур мягким. По их мнению, запрет на содержание домашних животных должен быть не меньше 15 лет. Ведь именно такой приговор недавно получила женщина, выбросившая свою собачку из машины. Просто не верится, что на Земле существуют люди, которые ради забавы способны так издеваться над живым существом. Впрочем, язык не поворачивается назвать их людьми. Как бы то ни было, можно порадоваться за песика, который сумел пережить весь этот ужас и теперь идет на поправку. Если ты растроган этой историей, то непременно поделись ею со своими друзьями.